Всем доброй ночи. Раз уж мы развиваем армянскую тематику, знаете, как говорится, железо куют горячим, чтобы не отойти от этой темы. Вчера я подарила вам работу «Грох поменяет судьбу». Сегодня я хочу подарить вам работу, связанную с его братом, которого звали Бахт. Добрая судьба. Само по себе понятие Бахт – судьба. Но Грох ассоциируется с роком, с неизбежностью, а Бахт с доброй судьбой, с удачей. Поэтому Бахт и удача ходят рука об руку. Это практически одно и то же считается. Я думаю, что часто вы слышали, например, у цыган, когда они друг другу желают, молодым там желают счастья и так далее, они говорят «бахтале». Бахт – это очень древнее понятие, очень древнее слово. И уже затерянно в веках точно не определить. Это название откуда пришло? Из халдейского, из междуречия шумеро-аккадское, потому что у них тоже есть Бахит, бог удачи. Но у индоевропейских народов, у индусов, у армян, у итальянцев есть такое выражение. Не Бахт именно, я сейчас не помню, но именно вот бог судьбы, доброй судьбы у латинян, но не в пантеоне, имеется в виду, не пантеон римских богов, это отдельное понятие доброй судьбы или духов доброй судьбы. У цыган есть такое понятие. Они тоже относятся к индоевропейским народностям, хотя по разным поверьям очень давно ушли из Индии или были изгнаны, разные есть версии, для того, чтобы распространить, как они говорят, распространить тайные учения по всему миру. Но что-то тайное учение не очень получается, а вот кое-что другое распространяется очень легко. Смешно, да не смешно, да. Не будем об этом. Потому что среди них есть и очень достойные люди. Правда, есть актеры, есть писатели, есть мировые известности. Чаплин, например, между прочим. Но я к чему? Потому что часто у них это слышится. В армянской свадьбе обычно говорят, да, бари бахт. Они говорят, это желают, но это в основном такие сельские свадьбы, в которых еще сохранились эти древние выражения. В городских свадьбах они стараются более литературно выражаться. Но это выражение бахт, оно останется всегда в народном поверье, фольклоре, в пожеланиях, в тостах и прочее. Судьба, удачная судьба, которая должна сопровождать или желательно, чтобы сопровождала эта судьба человека. В детстве на Новый год у нас была такая традиция. Бабушка перед Новым годом выходила и постукивала палкой там, в виде посоха. Постукивала по земле и что-то говорила. Не знаю что, не слышали мы. Она говорила шепотом, что-то говорила, заходила домой. Потом нам, детям, давали такое задание. На кочерге, на палке, на венике скакать вокруг стола. Это очень веселое занятие, я вам скажу.
И мы не понимали смысла этого. Мы думали, что нам дают возможность вот так побаловаться. Как бабушка говорила, ну, перед концом года последний раз побалуйтесь. И мы радостно вот вокруг стола бегали, оседлав вот это все. Прошли годы. Я выросла, начала изучать народные поверья и своего народа, и других народов мира. И оказалось, что это ритуал. Таким образом приглашают в дом и задабривают судьбу, бахт, стуча посохом по земле, поскольку его изображают как старика, который с этим посохом ходит по домам и дарит людям добрую судьбу. Постукивая, как бы обращает на себя внимание. И вот это вот скакать вокруг стола на кочерге, на метле, на венике и так далее, это имитация духов судьбы, которые скачут в наш дом на своих мифических конях. И это делали и женщины, и взрослые женщины. Такое есть традиция, такая существует. То есть мы показываем этим духам, что мы готовы, поскочите к нам и принесите нам добрую судьбу. Что это все означает, эти традиции, обычаи? Хочу вам сказать, что по моим наблюдениям, а я очень многое из того, что рассказываю, это все мои наблюдения, все, что пройдено мной, испробовано не раз. И я убедилась в том, что они на самом деле реальны и так и есть. По моим наблюдениям, те семьи, в которых верили в эти все языческие силы, соблюдали эти традиции, обычаи, может быть, понимая смысл их, может, не понимая, подсознательно, зов крови. В этих семьях особые дети растут, и особые люди уходят в мир. Они как будто, знаете, как под наблюдением, под защитой. Все эти люди в жизни состоялись. Вот мы все, кто участвовал в этих игрищах, скакание на этих всех, на кочерге, на метле и прочее, мы послушно следовали своим бабушкам, потому что это было весело. Вот, конечно, если бы нам сказали, что нам надо идти пахать поле, может быть, мы бы и не сделали. По крайней мере, были бы недовольны. Но поскольку это были веселые такие, как игры они нам представляли, понимаете? Или моя грузинская бабушка, которая говорила, что перед Новым годом надо сначала пустить мальчика в дом, потом на нас кидала пшено, вот так вот сыпала, мы все радовались, потому что это было весело. А она нас осеняла и благословляла на богатую жизнь, сытую жизнь. Потом говорила, что надо на порог зайти, значит, или с правой ноги, или скакать на правой ноге. И мы это все делали и выполняли, и это нам было радостно. Это очень яркие моменты, которые запомнились, но они все делали для того, чтобы в нашей судьбе мы состоялись как люди, невзирая на трудности, которые должны быть, и испытания, которые должны пройти все люди, и это нормально. Они делали все для того, чтобы мы состоялись и были как бы под защитой этих сил. Понимали они это до конца или просто следовали зову сердца, не могу сказать, но все это получалось. И вот все эти дети, которые мы там участвовали, кто-то стал врачом, кто-то стал учителем, кто-то адвокатом, кто-то журналистом. Не знаю, каждый из нас чего-то добился в жизни. То есть, когда я так говорю, кто-то скажет, кто-то кем-то все равно становится. Нет.
очень много детей нашего времени, например, многие спились, многие пошли по неправильному пути, многие не закончили и школу, так и без, ну, то есть без образования, без особой профессии остались и работали там, где попало. Так что не все из нашего поколения, особенно в те непростые годы, вот кем-то стали. Может быть, стали сильные личности, закалились в 90-е, но не все добились какого-то успеха или не все состоялись как люди. Понимаете? А средний, конечно, кто-то как-то и живет. Я не об этом говорю. Бахт. Бахт и Грох спорят между собой. Они противоположности. Грох пытается написать на роду человека. Это название, это слово, то есть звучит как чакатагирь. Что означает? Чакат – это лоб. Написано на лбу каждого человека его судьба. Все, что у него в жизни есть, было и будет. Так считается. И поэтому те, кто умеет вычитывать судьбу, они просто смотрят вот в этот третий глаз и оттуда вычитывают информацию. Отчасти это так и есть. Но Грох пишет все испытания, неизбежность и боль, которые пройдет человек. А Бахт время от времени его стирает и дарит человеку какие-то привилегии за его доброе сердце, добрые дела, хорошее поведение. Наверное, оттуда вот пришло это вот Дедушка Мороз за хорошее поведение награждает, я так понимаю. Старик, который сидит на небе, время от времени спускается и начинает ходить по домам и представляться путником, который заблудился. Поэтому в древние времена в армянском обществе, даже если ночью постучался к тебе твой кровный враг и попросил помощи, попросил убежища, ты обязан был это предоставлять. Во-первых, это определенный рыцарский кодекс, который соблюдали на Кавказе, в Закавказье. Во-вторых, под видом твоего врага мог быть сам Бог Бахт, который пришел испытать тебя, насколько ты человек, насколько ты заслужил помощи, заслужил, чтобы стерли с твоего лба все эти роковые моменты и написали добрую судьбу, переделали твою судьбу. Далее. Считалось, что Бахт может подходить к человеку в обличии кошки и собаки, причем голодном обличии, облезлой кошки, блохастой, больной, и посмотреть в твои глаза. И если ты не помог, значит, Бахт отвернулся от тебя, и никакие ритуалы, никакие там какие-то проведенные манипуляции не помогут повернуть судьбу к тебе обратно лицом и помочь. Поэтому помните это, что все вот эти моменты, которые попадаются на нашем пути, старик, который еле ходит, у него сумка упала, а ты мимо прошел, мне сейчас некогда, потом подойду. Женщина, которая беременна и не может поднять тяжелую сумку, боится себе навредить, а ты прошел мимо, сделал вид, что не видишь. Собака, которая просит есть, скулит. Кошка, которую выкинули. Это все твое испытание. И даже если это реальные люди, реальные собаки и кошки, а не дух, знай, что их приводит в твою жизнь сам Бахт, чтобы посмотреть, ты заслуживаешь вот той удачи, о которой очень мечтаешь и хочешь. Или не заслуживаешь. В последнее время очень часто сталкиваюсь с такими видеороликами, где старики умерли, родственники или дети пришли, значит, вступили в наследство или просто взяли ключи, в общем, это уже им принадлежит.
закрыли двери, поменяли замки и выкинули на улицу их кошку и собаку, и кошек, собак. Просто выкинули. Вот я смотрела недавно ролик 2 маленьких собачек, Йорки, по-моему, да. Йорки, еще там полонка. Просто выкинули. И они бедные ходят по соседям. Приутили эти соседи, потом позвонили куда-то. Вот приехала эта служба и думают пристроить. Я даже написала, не разлучайте их, пожалуйста, отдайте в одну семью. Они вместе выросли, будут скучать, им будет очень тяжело расстаться. А теперь представьте картину. Приходит человек, видит, что мать умерла. Позвонили в скорую, скорая увезла там в морг или что там вызывают. Зафиксировали смерть. Этот человек или двуногое существо просто берет этих собак, выкидывает в подъезд, закрывает дверь и уезжает. Кто эти люди? Эти люди хотят вот этот бахт, удачу. Они хотят хорошо жить, они хотят хорошо кушать, они хотят не болеть. Или, я не знаю, ну, столько таких случаев. Я уже не говорю преднамеренное мучение животных, но потом 2 сестры, уже взрослые тетки, 50-60 лет, мать старая, умерла, маленькая такая собачка, масюсенькая. Выкинули на улицу. Эта собака, ну, это был частный дом, во дворе, куда она уйдет? Она знает этот двор, боится куда-то идти. Домашние собаки, кошки вообще не выживают на улице. У них нет навыков. И дикие их бьют, и там есть конкуренция за корм, за территорию. И эта собака никуда не отходит. Сидит в этом дворе, какую-то щель нашла, зашла обратно. Дома никого нет, соседи кормят, жалеют. Прямо она вот позеленела, обросла, мхом поросла эта бедная собака. Забрали. И позвонили этим сестрам. Одна вообще не хотела говорить. Другая сказала, ну а что нам было делать? Я там далеко живу, я же не буду забирать. Я вот приехала, мать похоронила. Понимаете, они даже не видят в этом ничего плохого. И ведь эти тетки... Я уверена, день и ночь перед иконами ставят свечи, просят Боженьку помочь, чтобы дети были здоровы, чтобы деньги были, чтобы все было хорошо. И они считают, что они имеют право что-то просить у судьбы, у Бога, я не знаю у кого. Помните, что судьба нас испытывает на человечность. Экзамен прошли или нет? Помните, как кто-то говорил, что это под Киевом, кто-то сказал под Ростовом. Я так и не поняла. Вот эта огромная собака, Алабай, когда на... что за праздник-то был? Пасха, по-моему. Ходила эта бедная голодная собака. Никто куска хлеба не дал. Все со святым лицом стояли, ждали батюшку, который должен был благословить еду. На месте этого батюшки я бы отказался это делать. Я бы пришел и сказал, здесь нету верующих людей, здесь вообще людей нету. Я не буду благословлять. Я вот эту собаку благословлю и дам ей кусок хлеба. Почему вы не задумались, что вот то божество, к которому вы пришли, пришел в обличии собаки проверить вас, насколько вы реально верующие. Еще гоняют так, выкидывают. Лица бы видели их. Пинают эту собаку. Одна вообще там машет, спрячь колбасу, это спрячь, то. Вы пришли просить. Но когда у вас попросили, вы не дали ни крохи. Объясните мне, пожалуйста, вы имеете моральное право на счастье? Я дарю вам эту работу, но я хочу вам сказать, что если вы проведете, судьба придет к вам, эта удача придет. Это очень сильная работа, потому что она основана на древних поверьях. А основанные на древних поверьях работы, они, как правило, очень сильные, потому что тысячелетиями они уже, как бы вам сказать, набрали энергию многих поколений людей, и они получают сразу. У вас получится.
Но вы задайте себе вопрос. Потому что задача ведьмы – это не только дать ритуалы, смотреть вашу судьбу, там чистку провести и так далее. Еще научить вас быть человеками, пробудить в вас вот эту душу, чтобы вы не были черствые. Задайте себе справедливый вопрос. Вот я хочу счастья. Я это заслуживаю или нет? Конечно, каждый человек скажет: да, я заслуживаю счастья. Естественно, каждый из нас считает, что он заслужил это счастье. Но вот задайте себе честный вопрос. Сколько раз в моей жизни мимо проходил кто-то голодный, холодный, еще что-нибудь, и я помог. Я помню, на Моросейке я поехала что-то там покупать. Я иногда езжу туда. Там есть несколько магазинов магии. Я вижу, по-моему, таджик был этот парень. У него костыли, он еле ходит. Подходит к этим машинам, от него отмахиваются. Я понимаю, что, скорее всего, его обманули его же земляки. И он голодный ходит. Я шла к нему и я говорю: молодой человек, что у вас случилось? Он мне так посмотрел и говорит: я просто хочу есть. Вы знаете, я ему поверила. Вот просто было видно, мне не было времени пойти там угостить его, что-то купить. Я ему отдала 5000. Я говорю: иди возьми еду и здесь не ходи. Не помогут тебе. Тебе нужно идти к своим, тебе нужно вернуться, может, домой. Ну, зачем вот так просто, вот так, бродячая жизнь? Он говорит: мне должны отдать через несколько дней, я уеду, но сейчас у меня нет денег, я несколько дней ничего не ел. И вот люди, которые отмахнулись, я понимаю, не русский там какой-то, кто он вообще, понаехали. Но он же человек живой, живая душа, которая хочет есть. Старик азербайджанец, который стоял возле ресторана и плакал. Когда мы подошли, спросили, оказалось, что его свои земляки кинули, и мы отвезли его в ресторан, чтобы человек поел. Потом у нас остался на следующий день. Я поехала, сделали ему, отдали документы, купили ему билет и так далее. Казалось бы, кто-то скажет: ну, они воюют против вас, а ты вот... Но я человек, а он же не воюет, он обычный человек. Понимаете? И вот совершайте такие поступки. Я просто говорю это, ставлю в пример. Это не значит, что я самая добрая на свете просто. Нет, просто это нормально. В этом нет никакого героизма. Это нужно делать. Если ты видишь... Как-то была в Волгоградском, значит, еще в студенческие годы, по-моему, да, вокзал. Собираюсь уже домой ехать, и вот уже скоро мой автобус. Смотрю, там девушка молодая, как рыдает. Все проходят мимо, вообще плевать. Я подошла, говорю: что случилось? Что ты плачешь? Оказалось, что у нее там деньги, то ли они там, помните, на вокзалах играли, эти аферисты, отбирали людей, там какие-то эти, кидали кости, не знаю что. В общем, забрали у нее все деньги, а ей домой вернуться некуда. Оказывается, она там же живет, через несколько домов. Я, не знаю там молодых особо. Я особо-то и не жила там. Я училась, работала в Волжском, Волгограде. Я говорю: пошли, я тебе возьму билет, и поехали на автобусе. Вот мне кажется, что если бы я не подошла, я не знаю, что бы там с ней случилось в этом вокзале. Она бы так осталась. Потом что-нибудь еще. Там очень много хулиганья, понимаете? Обращайте внимание на такие вещи. Это все возвращается. Так вот, после короткой лекции, что нужно вам делать? Когда вы чувствуете, что в вашей жизни как-то удача стала меньше удачи, или совсем ушла, или что-то происходит непонятное, вот прям с места не двигается, вот
Это уже вот-вот должно быть, и ни в какую. Делайте следующее. Ночью или вечером, ну, когда солнце село, желательно. Поставьте на алтарь сладости. Можете фрукты разрезать, вино, хлеб, кусочек. Черный, белый, неважно. Вино и хлеб обязательно должны быть. Изюм, какие-то восточные сладости. Вот так вот поставьте красиво на алтарь это все. Можете зажечь свечи, можете не зажечь. В этом, ну, то есть это не обязательно. Перед этим подготовьте или купите какой-нибудь жезл. Вот я не взяла с собой показать вам. Ну, полно таких. Или палку в крайнем случае, если вот прям вот какую-нибудь красивую палку найдите. Идите на улицу, постучите по земле. Если вы живете в квартире, значит, это все накройте, выходите на улицу. Вечером это можно. Сейчас солнце садится, тем более очень рано. Вы можете в 5-6 вечера, еще ничего страшного. Но в уединенном месте выйдите просто немного подальше. Может, у вас есть там лесопарковая зона, может, перед прям зданием. Кто знает, что вы там делаете. Стойте возле дерева какого-нибудь. Тихонько стучите и с телефона прочитайте 7 раз этот заговор. Потом идите домой. Откройте дверь, повернитесь лицом к выходу и тихонько стучите этой палкой или жезлом, не сильно, не громко, естественно, вот так чуть-чуть так постукивая, начитайте 7 раз возле порога. Когда прочитали, все, можете дверь закрыть и зайти. И после садитесь рядом с алтарем, перед алтарем, и начитайте 7 раз, опять же, извиняюсь, 7 это определенная цифра в армянской мифологии, поэтому 7 раз читайте, глядя на алтарь. Если там свечи, оставьте чуть-чуть, пусть горит еще, может, полчаса, можете потушить. Если без свечей, тем более. Но вы должны знать, что на этом алтаре все эти угощения должны остаться до утра. Вот, но вечер, ночь, утро. В этот день уже других работ делать не нужно. Предупредите всех. Если у вас неудобно так на алтаре, можете в другом месте сделать. Не на подоконнике, конечно, где-нибудь на возвышенности это все положить, чтобы никто не трогал. И все, займитесь своими делами. После, следующее утро это все собирайте и просто выкидывайте, потому что это все обесточенная еда. Вся эта сила, весь аромат еды, он, конечно, поглощается теми духами, которые пришли. И вы увидите, что все ваши дела и дела семьи, даже если вы просто проведете, чтобы у мужа, у матери, у кого угодно было все хорошо, все будет хорошо. Начнется прям такой круговорот хороших событий. И время от времени это повторяйте. И помните, что боги судьбы, боги удачи, они, конечно, помогают людям, всяким людям, давая им шанс на исправление, улучшение своей жизни. Но в любом случае они благоволят и любят добрых сердцем людей. Как говорил один из армянских поэтов, любите того, кто добрый сердцем и силен мечом. Понимаете? Добрый сердцем. Человек, который не любит животных, это об очень-очень многом говорит. И не только животных. Просто дело в том, что людям, делая добро, мы не всегда можем гарантировать, что это добро нам вернется, но делая добро вот этим созданиям, они бескорыстны. Они никогда не будут кусать руку, которая их кормит. Итак, заговор следующий. Еще раз напоминаю. Вышли, постучали, 7 раз прочитали. Потом этот посох
принесли домой. Есть эти вот, продают такие жезлы, понимаете? Красивые жезлы. Можете для этого ритуала специально купить и использовать не только в этом ритуале, ну, во всех ритуалах. Приходите домой, чуть-чуть постукиваете, значит, по двери или по порогу, или косяк двери, без разницы, где дверь. 7 раз читайте этот заговор. Закрыли дверь, сели напротив алтаря, 7 раз прочитали. И на следующий день выносите эти продукты, просто выкидываете. Может, просто дома выкинуть. Все. Ничего там с ними делать не нужно. Не нужно никуда выносить. Просто выкиньте. И через буквально просто вот уже в этот день проведете, на следующий день вы почувствуете и облегчение, и спокойствие дома, и хорошее состояние, потому что эти духи-то придут к вам в жизнь. И, естественно, они будут менять все вокруг вас. Все. И время от времени это повторять. Это помогает для всей семьи. Поскольку наши дети, наши близкие связаны с нами или кровным родством, или там вот этими ментальными, да, невидимыми связями, нитью. Иногда и наша удача начинает и к ним уходить. Не иногда, а чаще всего. Просто это зависит от того, насколько вы сами этот контакт с этими силами наладили, насколько сильно они уже привязаны к вам, и насколько хорошо вы знаете их, а не вас. Итак, начнем. Кстати, у меня уже есть ритуал Бари Бахт, что означает добрая судьба, между прочим. Правда, это более старые работы. Итак, следующий заговор. Встану я пойду, до перекрестка судьбы я дойду. Призову тебя, добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты, хлеб и вино, и животворящая сила богов. И среди них ты, самый добрый и самый щедрый. Приди с дарами от древа жизни, что среди рая красуется, и всяким любуется. Добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты, гость долгожданный, приди. Мы все ждем и поклонимся тебе, и хвалу воздаем. Только ты приди. Истинно так. Встану я пойду, до перекрестка судьбы я дойду. Призову тебя, добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты. Приди, хлеб и вино, и животворящая сила богов. И среди них ты самый добрый, ты самый щедрый. Приди с дарами от древа жизни, что среди рая красуется, и всяким любуется. Добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты, гость долгожданный, приди. Мы все ждем и поклонимся тебе, и хвалу воздаем. Только ты приди. Истинно так. Встану я пойду, до перекрестка судьбы я дойду. Призову тебя, добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты. Приди, хлеб и вино, и животворящая сила богов. И среди них ты, самый добрый, ты самый щедрый. Приди с дарами от древа жизни, что среди рая красуется, и всяким любуется. Добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты. Гость долгожданный, приди. Мы все ждем и поклонимся тебе, и хвалу воздаем. Только ты приди. Да будет так. Встану я пойду, до перекрестка судьбы я дойду. Призову тебя, добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты. Приди, хлеб и вино, и животворящая сила богов. И среди них ты, самый добрый, ты самый щедрый. Приди с дарами от древа жизни, что среди рая красуется, и всяким любуется. Добрая судьба, Бари Бахт, приди. Двери открыты, столы накрыты, гость долгожданный, приди. Мы все ждем и поклонимся тебе, и хвалу воздаем. Только ты приди. Истинно так. 7 раз читать не буду. Но, думаю, я все объяснила, и вопросов уже не осталось.
проведите. Проведите, это будет не лишним. Даже если у вас, в принципе, все нормально, это усилит вашу удачу. Время от времени проведите. Это несложный ритуал, немного долгий, но зато результат вас порадует. Как говорят, игра стоит свеч. И помните, судьба дает шанс, помогает. Но если судьба видит, что у человека жестокое сердце, то отворачивается. Чтобы судьба всегда была на вашей стороне и помогала вам и благословляла, вы тоже должны кому-то делать добро. Не проходите мимо чужой беды, и у вас своей беды не будет. Всем удачи!